Часть 2. Автор рассказа Drunken Swordsman. Некоторым правилам следовать труднее, чем другим, а некоторые применяются чаще. Правило 4 – одно из самых редких, и я благодарю Бога за это. Правило номер 4. Если во время уборки в зале погас свет, присядьте на любое кресло. Начнется фильм, и следует смотреть его до конца. Не отводите взгляд от экрана, что бы вы там не увидели или услышали. Даже при первом прочтении это правило вызвало у меня тревожные эмоции. После первых 2 странных и необъяснимых случаев мне было ясно, насколько важно следовать правилам и к каким ужасным последствиям может привести их игнорирование. Я столкнулся с правилом номер 4, когда однажды убирался в первом зале после очередного фильма. То, чего я так боялся много месяцев, случилось внезапно и без предупреждения. Неожиданно свет погас. Никакого привычного хлопка люминесцентных ламп, просто навалилась темнота. Секунды ранее я стоял в хорошо освещенной комнате, в следующую я находился в кромешной тьме. Хотя я и готовился к этому несколько месяцев, но все же я окаменел. «Присаживайся! Сядь, черт тебя побери!» Наконец мой разум докричался до парализованного страхом тела. Я метнулся в сторону кресел и плюхнулся в первое попавшееся. К счастью, вовремя. Экран засветился, заребили помехи, а после появилось изображение сырого темного подвала. Картинка была отвратительного качества. Сквозь помехи я разглядел стул, стоящий в центре комнаты подвала. К нему был привязан молодой человек. Было видно, что он пытается высвободиться, и он определенно был ранен. Струйки крови стекали по его лицу из рассеченной брови. Руки были ободраны и, по всей видимости, туго стянуты веревками. Что-то в пленке было невыразимо знакомое. Не лицо, нет, я никогда раньше не видел этого человека, но вот одежда. Я замер, услышав какое-то движение. Одно из кресел заскрипело позади меня, и мурашки поползли по моей спине. Было предчувствие, что кто-то или что-то только что сел позади меня. Мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы не повернуться, не вскочить с кресла и не броситься прочь из зала. Я продолжал смотреть на экран, молясь, чтобы все это побыстрее закончилось. Человек на экране больше не пытался освободиться от веревок. Он просто смотрел на что-то позади камеры. Я быстро догадался, что он, наверное, наблюдает за оператором. Я чуть не спрыгнул со своего места, когда за моей спиной раздался голос. «Ну и актер, да?» Голос был низким. Он звучал по-человечески. Почти. Но я сразу понял, что это не так. Это сложно объяснить. Что-то в ритме речи этого существа, будто его горло было не приспособлено для человеческого языка, будто существо просто хорошо имитировало то, что когда-то слышало. Хуже того, голос исходил чуть выше меня, а не прямо позади меня. Что бы ни было позади меня, при вставании оно должно было быть очень большим. Я должен ответить или мне просто продолжать смотреть фильм? В правилах ничего об этом не говорилось. Я сидел молча, вцепившись в подлокотники, чтобы унять дрожь в руках, и не отводил глаз с экрана. Картинка начала приближаться, видимо, оператор направился к пленнику. Человек на стуле отчаянно пытался вырваться, но веревки слишком крепко стягивали его, и он практически не мог пошевелиться. Наконец, камера подобралась достаточно близко, чтобы я смог рассмотреть его одежду. Очень знакомую одежду. На нем была униформа. Такая же униформа, как на мне. «Как думаешь, где они взяли такой костюм?» Прошептало нечто, сидящее позади меня. Его слова сочились садистской иронией. И я не ответил. Фильм продолжался около получаса. Не могу точно сказать, что я видел дальше. Не хочу даже думать об этом. Я в принципе не уверен, что такое можно описывать на этом сайте, даже в общих чертах.
Достаточно сказать, что такой участи я не пожелал бы даже худшему врагу. В какой-то момент я не смог сдержать рвоту, и меня прополоскало. На пол, на грудь. Когда желудок забился в конвульсиях, я чуть было не оторвал взгляд от экрана. И в тот момент я почувствовал горячее, зловонное дыхание твари на своем затылке. Она будто хотела, чтобы я отвернулся. Хотела, чтобы я сдался. Я заставил себя не отводить глаза и по-прежнему сидел, уставившись на ужасную сцену, которая разыгрывалась на экране. Существо за моей спиной заговорило еще раз, прежде чем свет снова зажегся так же внезапно, как и погас. Оно звучало разочарованно, даже сердито. «Шон, ты же знаешь поговорку. Правила созданы для того, чтобы их нарушать». По крайней мере, тот парень думал именно так. Хотел бы я закончить рассказ на этом, но, к сожалению, это еще не все. Потому что парень с экрана был таким же капельдинером, как и я. Потому что он умер, нарушив правила. Потому что Дэвид не рассказал об этом никому из нас и все продолжал повторять, что так надо. Кого-то постигла страшная судьба из-за его скрытности. Хуже смерти. И я должен был заставить его объясниться. Все еще покрытый холодным липким потом и рвотой, я пронесся через вестибюль, игнорируя сердитые взгляды и недовольные выкрики посетителей. Дэвид спокойно поднял глаза, когда я ворвался в его кабинет. «Правило номер 4 или 11?» 4. «Хорошо». «Хорошо? Ты знал, на какой риск мы идем. Ты знал, что может случиться, и ничего не сказал. Тот парень, то, что с ним сделали, ты мог бы это остановить». «Нет лучшего способа». Устало вздохнул Дэвид. «Что? Как это?» «Позволь мне кое-что тебе объяснить. Некоторых вещей, страшных вещей, можно избежать, если просто знать о них. Третий зал, например. Если знаешь, чего он хочет и как будет пытаться это заполучить, тебе будет легче не поддаться на манипуляции. Но кое-что, Шон, кое-что здесь становится тем сильнее, чем больше ты об этом узнаешь. Ты можешь избежать нарушения правила номер 4. У тебя есть для этого все необходимое. Но чем больше ты знаешь, тем более конкретной может стать та штуковина, пытаясь заставить тебя обернуться». А тот парень, тот из фильма. Он знал слишком много. Гораздо больше, чем ты сейчас. Этот урок я никогда не забуду. И не повторю ошибки. Есть порог, Шон, который никому нельзя переступать. Если знать слишком много, тогда никакой силой воли ты не сможешь удержать глаза на этом чертовом экране. Правило номер 5. Если вы входите в зал, а все зрители смотрят на вас и улыбаются, немедленно сообщите об этом менеджеру. В работе капельдинера есть еще одна обязанность. Во время сеансов я должен убедиться, что фильм идет нормально, субтитры на месте и так далее. В начале каждого сеанса я должен все это проверить, однако если выдается свободное время, я прохожу по залам наугад, просто чтобы проконтролировать, что все в норме. Именно поэтому однажды, войдя в зал номер 5, я чуть не умер от сердечного приступа. Каждый человек в этом зале смотрел прямо мне в глаза с жуткой улыбкой на лице. Стараясь не делать резких движений и даже не моргать, я медленно попятился к выходу. Зрители не отводили от меня взгляда, провожая глазами. Оказавшись в относительной безопасности вестибюля, я, сломя голову, побежал к Дэвиду, болтавшему с единственной посетительницей нашего крошечного бара. «Правило номер 5», — только и сказал я ему. Дэвид побледнел. Посетительница, молодая привлекательная девушка, смотрела на него в растерянности. «Извините», — пробормотал ей Дэвид, прежде чем повернуться ко мне. «Какой зал?» 5. «За мной». Мы вбежали в зал. «Будь здесь». Дэвид жестом велел мне оставаться у входа. Мне не нужно было повторять дважды.
В зале, забитом зрителями, стояла мертвая тишина. Дэвид шел к экрану, и все головы поворачивались вслед за ним. Он остановился посередине зала. «Чего ты хочешь?» — сказал он в воздух, не обращаясь ни к кому конкретно. Каждый человек в зале раскрыл рот и сказал в унисон: «Здравствуй, управляющий!» «Заканчивай с этим дерьмом!» — прорычал Дэвид. «Я знаю твои игры. Чего ты хочешь на этот раз?» Зал рассмеялся в зловещей синхронности. «Прямолинейный, как всегда. Ты мне нравишься. Больше, чем твой предшественник». Дэвид стиснул зубы. Руки у него будто сами сжались в кулаки. Я никогда еще не видел его таким злым. «Просто скажи, чего ты хочешь!» — прошипел он сквозь зубы. «Скажи, чего ты хочешь, и отпусти этих несчастных!» «Ах, какой нетерпеливый! Так хочешь, чтобы мы побыстрее расстались?» — ответила толпа. «Открой третий зал! Прямо сейчас!» «Нет!» — Дэвид побледнел. «Проси другое. Есть границы, которые я не переступлю. Есть правила». Нечто, скрывающееся за глазами толпы, рассмеялось. «Ах да, твои драгоценные правила. Думаешь, они могут хоть как-то помочь? Хоть что-то остановить? Они ничего не останавливают, Дэвид. Только слегка задерживают его. Что я слышу? Ты просто так делишься информацией?» Саркастически заметил Дэвид. «Ты уже не тот, что при нашем последнем разговоре. Я не говорю тебе ничего, чего бы ты сам не знал. И моя цена неизменна. Ты откроешь третий зал снова». Впервые Дэвид заколебался. Только на мгновение, но этого было достаточно. Тварь заметила это и рассмеялась сотней ртов. «Я уже говорил, я не стану этого делать. Это правило никогда не нарушается». «Неужели ты уже успел забыть? Всего за 13 лет. Судьба этих людей в твоих руках, Дэвид. Ты знаешь, что с ними будет, если я не получу свое. Или ты пытаешься искупить свою вину этим бессмысленным упрямством?» «Я не искупаю вину», — прошипел Дэвид. «Я не ошибся». «А согласится ли с этим тот, по кому ты так скучаешь? Не думаю», — нараспев произнесла тварь. Наступила напряженная тишина, а затем толпа снова заговорила. «Цена уплачена. Эти люди в безопасности». «Что? Как уплачено?» — растерянно заморгал Дэвид. «Третий зал и не был ценой. Сомнения, противоречивые мысли о тебе и мучительные вопросы для твоего слуги. Вот моя цена». «Ты грёбаный ублюдок! Грёбаный ты!» «До скорой встречи, управляющий!» Дэвид выскочил из зала, не произнося больше ни слова. Толпа проводила его взглядом, а потом их глаза сосредоточились на мне. Улыбка, кивок, а затем они все как один посмотрели вверх и сбросили оцепенение. Коллективный разум рассеялся. Они были свободны. Правило номер 6. Если посетитель жалуется на шум из вентиляции, заверьте его, что вы решите проблему. Возьмите один из пакетов с маркировкой R6 из-за стойки бара, проникните в вентиляцию через помещение для сбора мусора и поместите содержимое пакета не менее чем в 10 метрах от входа. Как можно быстрее покиньте воздуховоды. Это одно из самых простых правил, которому нужно следовать, хотя ограничение по времени поначалу настораживает. Это также одно из наиболее часто используемых занятий. Обычно это происходит примерно раз в неделю. К счастью, за все это время мне не довелось встретиться с тем, из-за кого оно было придумано. В первый раз мне пришлось кормить тварь в воздуховодах в очень загруженную смену.
За несколько дней до этого у нас была премьера Скайуокера, и мы были просто завалены толпами зрителей. Я убирал вестибюль от рассыпанного всюду попкорна, когда ко мне подошел сердитый молодой человек в фанатской рубашке «Звездных войн». «Добрый вечер, сэр. Могу я вам чем-нибудь помочь?» – начал я. «Да, чувак. Мне плевать, добрый он или нет. Тут же оборвал он меня. Просто почини свой грёбаный кондиционер. В нашем зале в вентиляции что-то гремит. Я заплатил, чтобы спокойно посмотреть фильм, а не чтобы слушать это дерьмо». Я стиснул зубы, чтобы не наорать на него, но сумел сохранить спокойствие. «Да, сэр, конечно. Приносим извинения за неудобства. Дэвид, по всей видимости, еще может простить, если по вашей вине целый зал зрителей поумирает, бог знает от какой херни, но никогда не одобрит, если нагрубить клиенту. Вот такой он менеджер, Дэвид». Когда недовольный зритель ушел, я достал из-за барной стойки один из пакетов с пометкой. Он был странно тяжелым, и из него протекала какая-то липкая жидкость. Стараясь не обращать на это внимания, я вошел в мусоросборник и открыл вентиляционную решетку. Оттуда было прекрасно слышно, на что жаловался тот взбешенный клиент. Звонкие пощелкивания, будто кто-то тарабанит пальцами по жестяной стенке вентиляции. По коже у меня побежали мурашки. Звук был похож на цокот десятков длинных тонких ног. Я глубоко вздохнул и залез в жёлоб. Внутри воздух был холодным, проход был тесным, и мне пришлось лечь ничком, толкаясь вперед на локтях и коленях. Проползая вперед, я увидел в тусклом свете, что впереди, на отметке примерно в 10 метров, что-то есть. При ближайшем рассмотрении я понял, что это что-то оказалось грудой обглоданных костей. Дрожащими пальцами я открыл упаковку и бросил поверх горы останков целую куриную тушку. Постукивание где-то вдалеке резко прекратилось. Я затаил дыхание. Звук вернулся так же внезапно, как и затих, но в этот раз быстрее и громче. Бешеное, голодное постукивание. Страх вперемешку с адреналином захлестнули меня. Так быстро, как только мог, я начал пятиться к выходу. Сколько я здесь уже торчу? Сколько мне осталось? 30 секунд? 20? Топот ног теперь смешался с царапающим звуком, когда что-то тяжелое потянулось по коридору к еде и ко мне. Мои ноги наконец коснулись края трубы. Отчаянно брыкаясь, я вытолкал свое тело наружу, упал на пол мусорной комнаты и захлопнул решетку. Грохот внутри прекратился. Внимательно прислушиваясь, я мог разобрать звук разрываемой плоти. И это одно из самых простых правил.